Всем привет! Вы на канале о бизнесе в Польше, и у меня отличные новости. Мы начинаем серию видео, серию выпусков на тему недвижимости в Польше. Рядом со мной человек, который будет раскрывать всю эту историю, совместно с нами будет помогать вам разбираться в этом всем. Влад. И что важно понять, это будет целый цикл передач. Мы будем разбираться, как купить квартиру в Польше, как арендовать квартиру в Польше, как стать риэлтором. Короче, разберем с вами любые флипы, да, разберем с вами практически все фокусы, которые можно будет проделать в теме недвижки в Польше, и в этом нам поможет Влад. Влада я нашел через сеть контактов. Просто из окружения спрашиваю, знаешь или нет, если знаешь, то какой фидбэк. Несколько людей тебя, риэлторов, знают, сказали, о, да, нормальный чувак, типа экологичный, ну, типа, что можно действовать. Влад, несколько слов о себе, чтобы люди больше понимали, кто их будет обучать и образовывать в теме недвижимости в Польше. Расскажи про опыт, сколько ты в Польше, сколько занимаешься недвижимостью и что у тебя за бизнес, потому что мы будем снимать видосы еще в помещении, да, там, в вашем офисе. Что за бизнес, сколько сотрудников и так далее. Окей, ну то есть в Польше я с 2013 года. 13-го, да, приехал сюда на обучение, да, после, скажем так, 3 лет обучения пошел работать почти сразу так в недвижимость, да, то есть я с 2016 года работаю в недвижимости, и с 2017 года я веду свое агентство недвижимости, да, то есть фактически опыт, ну, сколько, 6 лет получается, да, то есть опыт, я думаю, довольно-таки большой, потому что помимо того, что я сам был риэлтором, сейчас у меня агенты работают в фирме, да, то есть, соответственно, сделок все больше и больше и больше. Это совершенно другая, как говорят поляки, скала, да, работы, когда ты работаешь сам и когда у тебя есть агенты, которые закрывают, то есть 5 раз, 10 раз больше транзакций, это больше опыта, соответственно. Ну и, конечно же, это плюс нашим клиентам, потому что мы, как офис, гарантируем безопасность транзакций, да, из-за опыта. Чем вы занимаетесь, какими направлениями? Всем или есть какая-то... Нет, в основном мы занимаемся всем, да, то есть это продажа недвижимости, покупка недвижимости, аренда, это покупка земли, покупка домов, покупка квартир, да, также флипы. И плюс коммерция тоже, плюс да, есть? Коммерция, да, ну и плюс мы занимаемся заряджанням нерухомости, то есть мы берем, например, квартиру, кто-то ее сдает, мы ее берем под свои крылья, и мы полностью как бы опекуемся квартирой. Смотри, у нас первое видео обзорное, я хочу, чтобы люди поняли, что такое вообще рынок недвижимости в Польше, вообще как рынок, да? Вот есть рынок там, я не знаю, продовольственных товаров, рынок криптовалют, а вот есть рынок недвижимости, давай его как-то очертим. Что здесь есть? Первичка, вторичка, как с этим клиенты работают, как это на иностранцев отражается? Окей, ну смотри, что мы вообще можем купить, как в Польше? Да? Мы можем купить землю, мы можем купить дом, мы можем купить квартиру. Да? Что касаемо дом и квартира, это может быть первичка, может быть вторичка. Да? Большинство все-таки иностранцев покупают на вторичном рынке, потому что это более доступен рынок для покупателей, тем более иностранцев. То есть это быстро относительно. Мы себе спокойно идем, выбираем квартиру, покупаем квартиру без разрешений. Нам для этого нужен только паспорт, да, ну и кэш, наличка. Да. И, кстати, если вам нужна помощь в регистрации компании либо ИП в Польше, в бухгалтерии, в консультациях по бизнесу в Польше, вы можете обратиться к нам. Снизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Будем рады вам помочь. Что касаемо рынка первичного, здесь уже есть свои нюансы. Зачастую тоже мы можем спокойно пойти и купить себе квартиру от застройщика без разрешений. Но нужно брать под внимание, что когда мы покупаем себе квартиру, мы должны проверить, что мы покупаем. То есть, например, мы можем купить квартиру. Конечно же, мы покупаем под квартирой есть земля, мы покупаем маленький участок этой земли, да, это как само собой разумеется, но временами мы еще можем покупать, в акте будет написано, что мы покупаем дорогу доездову, то есть дорога, которая ведет к этому дому. И если предметом продажи тоже есть эта дорога доездова, кусочек типа дороги, да, нам тоже нужно разрешение. И вот тут уже есть как бы проблема, потому что на разрешение мы ждем, там 3, полгода в зависимости, временами даже некоторые ждали год, и тоже не каждый может получить. Это нужно брать под внимание. Ну и плюс, когда мы покупаем на первичном рынке, все-таки мы ждем, да, когда мы сможем квартиру забрать.
ждем, пока она построится. Да, пока она построится. Да. Окей. Но единственная разница в том, что они здесь достраиваются с гораздо большей конверсией, чем, допустим, в Ну, Украине. думаю, что да. Скажи, если взять прошлые, ты, получается, в рынке 6 лет, если взять такую ретроспективу 6 лет, может быть, ты еще до этого знаешь, что было, какие этапы прошел рынок недвижимости в Польше? Когда был, ну, типа, люди любят вопрос, когда был хайп, да? Типа, когда был хайп вообще? Сейчас хайп или нет? Стоит покупать или Ну, нет? можно сказать, что хайп сейчас, да, и он так с 3 года стабильно. То есть были провалы, когда была пандемия, были провалы, то, что произошло вот сейчас, да, но все же рынок более-менее стабилен в Польше. Если мы сравним момент, когда я начал работать риэлтором в Польше, и сейчас, это совершенно два разных рынка. По темпу продажи, по ценам. То есть, например, берем пример Варшавы. Помню, у меня была там одна, скажем так, из первых моих транзакций вообще в жизни. Это была кавалерка, то есть однушка на Прага-Поудне в Варшаве. Это там было 20... Это спальный район, да, такой? Да. Это там 20, по-моему, было 5 метров. Она стоила 185 тысяч, и я ее не мог... Злотых. Да, и я ее не мог продать. То есть мы ее продавали, не знаю, месяца, наверное, 2,5-3. Сейчас такая же квартира, я продавал буквально, не знаю, 3 или 4 месяца назад, она пошла за 340 тысяч. Разница колоссальная просто, и да, это что касаемо цен. Да? Это 6 лет, да, поэтому цены очень выросли. Окей. Тоже так, ну, что я знаю по рынку недвижимости, конечно, был очень сильный провал, это как было вообще во всем мире, это 2008 год, когда был кризис, там все очень сильно просели, тем более они имели кредиты в франках, да, то есть курс сменился, очень много кто потерял свою недвижимость, потому что банки просто забрали недвижимость, да, или же, например, не знаю, люди брали франки, покупали квартиру, она была очень дорогой на тот момент, плюс кредит франковый, рынок упал, и люди остались с долгами без квартир. Да, но потом потихонечку. Ще й з долгами і ще й без квартири. Ну да, потому что вартость рынковой нерухомости, недвижимости, она упала просто, да, и все, поэтому были проблемы. И потом потихонечку рынок начал возвращаться в стабильное русло, скажем так. Что еще важно людям знать в целом о рынке недвижимости в Польше? Какие-то нюансы, аналитика, какие-то цифры, набросай, вот что еще? Может быть, сравнение, я не знаю, с Украиной, либо наоборот с Америкой ты хочешь это сравнить? Ну, я думаю, что здесь на самом-то деле, как мне кажется, процесс покупки недвижимости, он не очень сложен. Не знаю, ну там даже по сравнению с другими странами. То есть нам нужно, почти разрешения нам не нужны, только на покупку земли, например. Да, и сам процесс, он очень... А в некоторых странах нужно даже на просто... Ну, временами, да. То есть, поэтому это нужно брать под внимание, да, то есть везде все зависит от того, что является предметом продажи, да, вот так же, как в Польше. На квартиру без проблем, если все-таки мы покупаем еще землю, уже нужно разрешение, да, поэтому нужно брать это под внимание. Или же, например, в Польше тоже есть ограничения, если мы берем приграничные города, там разрешение нужно всегда, ну да, потому что это загроза панству, да, ну, грубо говоря, поэтому там на каждую покупку недвижимости мы должны получить разрешение, если мы являемся иностранцами, да. А сам, по сути, процесс, он очень простой и очень прозрачный, на самом-то деле. Просто есть шаги определенные, которые нужно... Которые мы обсудим. Да. И процесс, он чужой для нас, да. Если мы приезжаем с другой страны, он просто для нас чужой, и мы не знаем, как себя вести, на что обратить внимание, и это выглядит просто по-другому, неж, например, у нас в Украине, да. Просто по-другому, просто это незнакомые документы, мы не знаем правил, мы не знаем нюансов, только из-за этого. Но на самом-то деле покупка довольно-таки безопасна. Потому что здесь очень все хорошо регулируется правом. Ну да, которая работает. Мы сейчас выведем здесь, ребята, слайд такой, несколько скриншотов. Ставьте видео на паузу и посмотрите еще пару полезной аналитики на тему недвижимости в Польше. Динамика, рост, стоимость квадратного метра, да, это же базовые вещи. Ну, они это есть да, в общем это да, но цены растут. Да, цены растут. Когда будут цены падать? Хороший вопрос, и на который нет ответа. Как да? с биткоином, потому что типа? я очень хорошо помню этот период, когда была пандемия. Да? Все говорили, что рынок обвалится 100%. Типа сейчас будет жопа, да? Сейчас будет просто капец. Да? И точно так же было, что у нас даже некоторые клиенты отказывались от покупки недвижимости. То есть, например, уже была резервация, они кинули резервацию на квартиру, что они ее покупают, например, заплатили 5000, да? И тут у нас пандемия, и они такие, я не знаю, что будет с рынком. Типа я возможно, готов потерять деньги. Да, возможно, рынок упадет, и больше всего все думают, что он упадет просто. Да. Потом я себе куплю квартиру дешевле, и эти 5000 не будут как бы иметь значения для этого человека. Да. Но в итоге цены выросли колоссально. Давай в рамках рынка недвижимости обсудим финансовые инструменты. Что иностранцам
доступно. Даже мне подписчики спрашивают, могу ли я как иностранец взять ипотеку, допустим, да, может быть, есть еще что-то. Наличка, это понятно, да. Спокойненько у нас есть Это наличка, хороший идем, финансовый покупаем. инструмент. Ипотека, конечно же, что иностранцы могут получить ипотеку на недвижимость, но есть определенные нюансы. Да, то есть, конечно, там ходят слухи, что можно без карты побыту получить кредит. Да. Нет, не Нельзя. можно. Нельзя, потому что мы должны брать под внимание, что, во-первых, есть что-то такое, как регламент банка, да, есть что-то такое, как аналитик. Да. И, например, мы можем пройти через регламент, у нас будет все окей. Через регламент. Регламент, да. Потом мы попадаем в наши документы к аналитику, и он отказывает. Да, это нужно брать под внимание. И все-таки без карты побыту мы получить кредит не можем. Может быть, конечно, я не хочу никого как бы впровазвать в бонд, как это будет, да, но 99% это точно нет. Да. Что касаемо... И там уже с картами побыта я добавлю, да, то, что некоторые банки еще как-то с натягом разрешают 6 месяцев минимум, но в основном, я так смотрю, это минимум 12 месяцев. Скажу так, я сегодня говорил с дорадцем финансовым, да, и он мне сказал так, что есть некоторые банки, которые, например, на день, когда мы складываем документы в банк, должна быть важная карта. Просто? Просто важная. Окей. Только на день складания этих документов. Некоторые банки это акцептируют. Да? Окей. Ну вот, например, сейчас очень популярная программа 2%, там такой вариант не пройдет. Ну да, там Да. они сразу поставили. Да, там какие-то условия. очень, там строже условия просто, да, для иностранцев. Ну и там достаточно рамки такие, это очень рамочная история. Когда Ну, на почитал. самом-то деле, я считаю так, что этой программой очень много кто использует ее, 100%, да, потому что я считаю, что это немножечко сейчас побудит рынок недвижимости. И действительно, не знаю, но у нас почти все клиенты хотят с этой программой воспользоваться. Воспользоваться, просто, да. Финансовые инструменты, что-то еще есть, кроме ипотеки? Мы можем взять как бы наличковый кредит, да, это не ипотечный. Просто как бы кредит на деньги. Да, только там хуже условия. То есть там Окей. больше процент, мы больше выплачиваем, это на меньше лет. И зачастую, то есть, например, если при ипотечном кредите, например, пускай у нас будет рата, это как месячная оплата, Да. да, пускай будет, не знаю, 2000, то при такой же сумме наличковый кредит это будет 3500. Да? окей, Потому что то там есть меньше столько срок, разницы. хуже условия, больше процент, это нужно брать под внимание. Давай по срокам, так как у нас первое вводное видео, да, общее, дальше мы это все декомпозировать будем. Окей. По срокам, насколько быстро иностранец может купить первичку и вторичку, допустим, возьмем два кейса. Первичка. Все зависит от того, на каком этапе застройки сейчас у нас объект. Да. Да? Если это первый этап, то есть только там фундамент, Да. ну, то мы берем под внимание, что это будет 2-3 года. Да? Это средний норматив Да, по да, Польше. плюс-минус 2-3, в Вьетнаме 4 года, да, ну плюс-минус. Если же объект уже отдан до ужиткования, да, то есть он уже готов, то так там сразу делаем акт, там, грубо говоря, 2 недели, и забираем ключи от недвижимости. Да? Что касаемо вторичного Но рынка... это с учетом, если ты не берешь ипотеку, и у тебя есть кэш, условно, да, там. Если же ипотека, конечно, то есть рассматривание кредита это сейчас в среднем 2 месяца. Но из-за того, что вот сейчас будет программа 2%, немножко будет, я думаю, дольше, потому что Дольше, я очень думаю. много людей хотят использовать эту программу, да, будет больше внесков, больше желающих, поэтому процесс будет длительный, то есть уже будет 2-3 месяца, да, не 1,5, например, 2, как сейчас, а 2-3 месяца, я думаю, так, чтобы было безопасно. Потом, когда у нас уже есть кредит, мы получили кредит, делаем финализацию транзакции, то сделаем акт нотариальный, и потом нам отдают ключи. И в случае дома вроде бы все то же самое, но есть нюанс, это разрешение на землю, Да, которое да. можно получать месяцев 6 спокойно, да, вообще? Да. То есть то это нужно брать под внимание, что все-таки покупка дома это длительный процесс из-за разрешения. Потом, тем более, если нам еще кредит нужен, то есть разрешение, пускай там, не знаю, 4-6 месяцев, да, 7, плюс кредит 2-3 месяца. Это уже как бы длительный срок. длительный Это срок, раз, плюс да. не каждый тоже владелец на это пойдет. Потому готов что он, ждать. да, он, грубо говоря, Ну, год, если это вторичный дом, да, как бы? Да, да, А если да. первичный, то тоже, кстати, могут отказать. тоже слить. могут отказать, конечно, но это очень долго. же рынок, это ж это рынок, конкуренция. да, это, поэтому тоже могут отказать, это нужно брать под внимание, потому что это действительно очень долго. да. Окей. Что Очень- касаемо, да, вторички, такая же ситуация. То есть, например, если квартира жилая, то есть в ней кто-то живет, мы должны брать под внимание, что даже если у нас есть наличка, мы не сразу эту квартиру получим. Ну, это в зависимости от сторон транзакции. Например, да, ты живешь в квартире, да, и ты говоришь, слушайте, я вам ее продам, я акцептирую цену, все окей, но мне нужны деньги, чтобы купить себе следующую квартиру.
И это тоже вполне нормально, да, потому что, ну, то есть, или хотя бы какой-то задаток, чтобы ты мог себе заблокировать другую квартиру, платить там задаток, да. То есть, поэтому бывает такое, что, например, если квартира свободная, никто там не живет, мы, грубо говоря, делаем акт, это там 2-3 недели максимум, да, ты делаешь перевод к владельцу, он получает деньги, отдает тебе ключи, все окей, да, это там 2-3 недели. Если же, например, кредит, ну, то это же снова, да, например, 2-3 месяца мы ждем на кредит, да, поэтому это процесс так 3-4 Который, кстати, месяца. могут еще и не выдать, да? Например, да, и это уже риск, да. Потому что Об этих рисках мы тоже поговорим позже, да. Кредит же ты берешь в Польше под конкретное мешкание, ты его указываешь, когда просишь кредит на него. То есть тебе для этого нужна будет умова przedstępna, это называется предварительный договор, в котором ты вплачиваешь какую-то сумму владельцу. То есть есть, например, заричка и задаток. Заричка — это то, что ты, если тебе банк отказывает, ты можешь эти деньги забрать себе обратно, если тебе их отдаст. Задаток — это то, что не можешь уже забрать. Это задаток. Да, но тоже нужно брать под внимание, что мало кто скажет: да, давай мне заричку без проблем. Ну да. Это так не работает, потому что, например, если я тебе даю квартиру, ну, резервирую на 3 месяца, я хочу тоже иметь уверенность, что ты от меня ее купишь. Да, что я не потеряю деньги или других клиентов. Поэтому зачастую все-таки это задаток будет. Да. Друзья, давайте подрезюмируем. Недвижимость в Польше есть, существует. Ее можно покупать иностранцу. В зависимости от того, покупаете вы ее за кэш, либо там берете ипотеку здесь, в Польше, которую вы можете как иностранцы тоже взять, будет отличаться срок этой покупки, самой транзакции и условия. У меня лично есть много друзей, которые переехали там после войны и покупали здесь конкретно недвижимость. Вот прям за этот год они ее купили. Ну и нормально купили. Кто-то купил для себя, кто-то купил в формате флипа, о чем мы тоже поговорим. Поэтому это все существует, и с этим можно работать. Недвижимость в Польше сейчас очень актуальна, нагрета, с моей точки зрения даже. Ну, по понятным причинам, да, потому что очень много наших здесь. Но мы сейчас снимаем видео в Варшаве, здесь, ну, не знаю, там, каждая 10-я машина на украинских номерах. Ну, если честно, когда идешь по центру, ну, то в основном слышишь нашу речь. Ну, плюс она еще выделяется, то, что ухо ловит, да. Самое важное, внизу под видео есть такая форма, называется комментарии. Заходите туда и пишите ваши конкретные практические вопросы. Мне в Инстаграме уже много кто набросал крутых вопросов. Вынаем оказиональный, что такое аукционы недвижимости, потому что люди в Германии таким занимаются фокусами. То есть, ну, прям чувствуются люди в теме, да? Хотят знать. Хотят знать. И мы это постараемся все раскрыть с Ладом. Пожалуйста, набросайте, что вам интересно. Купить, продать, машину, квартиру, дом. Один из подписчиков спросил, у меня самый важный вопрос: как заработать денег на квартиру в Польше? Вот. Даже такое, пожалуйста, можете писать внизу. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!